Раиса. А, Машина Раиса. Хорошо, а где Мишка? Хороший вопрос. Порезали. А как Раиса досталась? Она же не Раиса, она же Райка. Ну, Райка это слишком обиходно, назовем ее Раисой, все-таки будем уважать и возраст, и, как говорится, состояние машины. Видите, как работает? Все хорошо, все, как говорится, как часы. Как Но удалось машина уникальная. спасти? Вы знаете, это труд большого количества людей, которые не очень хотели, чтобы история уничтожалась. Поэтому в данном смысле могу назвать сотню людей, которые участвовали в ее техническом и экспозиционном сохранении для того, чтобы она работала сейчас и была представлена всем, кто захочет посмотреть этот репортаж. Самый главный вопрос. Сколько приводили ее в порядок? Разными агрегатами занимались примерно 8 лет. 8 лет. Но вы должны понимать, что это все-таки прототип, это не серийная машина. Почему нет Миши, есть только Рая? Потому что это единственная машина в своем роде, которая была подготовлена к выпуску примерно в 86-87 году. Демонстрировалась тогда первому секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву и его супруге Раисе Горбачевой. Но по каким-то обстоятельствам в серию не пошла. Уникальность этой машины, я думаю, вы знаете. Перед Новым годом, пока все толкаются в пробках и очередях, я с телефона могу узнать цены и скидки на новые автомобили, зайдя на сайт автоспот.ру. Останется только забронировать нужный и поехать забрать. Как вы знаете, перед Новым годом все хотят выполнить план, поэтому большие скидки отыскать можно и даже нужно. Самый легкий способ это сделать — перейти на Автоспот и посмотреть все предложения от дилеров по всей стране. Причем скидки видны сразу, за кредит или при покупке за наличные. Они порой достигают 200 тысяч рублей, а чтобы забронировать за собой предложение, просто оставляем заявку в 2 клика. Если уже есть машина, то загляните в раздел «Сервис и ТО», выбирайте свою машину, и на карте сразу видны цены и скидки на нужное техобслуживание. Сравнивать очень удобно, причем гарантия сохраняется, так как предложения от официальных дилеров и проверенных сервисов. Сайт бесплатный, не нужно никаких подписок и прочей ерунды. Очень удобная штука. Заходите, посмотрите. Ссылку я оставил в описании. Эта машина как летучий голландец. Все время рядом, но ускользала. И настиг я ее в Санкт-Петербурге. И меня, что бывает нечасто, охватил трепет. А какого нормального человека он не охватит, если знать, что перед вами последняя, действительно новая модель великого завода ЗИЛ? Для своего времени, конца 80-х, эта машина была еще и новинкой и представляла первенца абсолютно нового семейства автомобилей для номенклатурной элиты. Михаил Сергеевич Горбачев, последний генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза и первый и последний президент СССР. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Так вот, когда он был еще генеральным секретарем ЦК КПСС, захотел себе новый ЗИЛ. Не то чтобы очень захотел, но менять имеющиеся правительственные машины, которые были родом из 60-х, давно надо было. Ведь черный красавец ЗИЛ-41047 являлся глубокой модернизацией ЗИЛ-114. Но надо отдать должное сотрудникам завода имени Лихачева. Проектировать новую машину они начали значительно раньше, чем Миша стал генсеком и захотел. В 1982 году все началось, в 1985 году был готов макет в полную величину и оформился стиль. А в 1988 году в 6-м цеху ЗИЛа, который занимался созданием правительственных лимузинов, были построены ходовые экземпляры. Чтобы отсечь суперумные комментарии, это прототип, и он сохранился в живых в единственном экземпляре – ЗИЛ-4102 Раиса. Не будет секретом, что при проектировании автомобиля, как всегда, наши конструкторы тщательно изучали опыт постройки подобных автомобилей за рубежом. В основном, конечно, американский. Но и на Европу поглядывали. Для изучения даже приобрели Rolls-Royce Silver Spirit.
Я не художник, и Роллс-Ройса здесь не вижу, а вижу современный и красивый на тот момент автомобиль. Он и сегодня выглядит великолепно. Кстати, это седан. Он изначально проектировался как седан. Правда, очень внушительных размеров. Большая машина не смотрится тяжелой кургузой, ведь облик состоит из плоскостей и плавных переходов. Хром – атрибут прошлого, есть его минимум. На пластиковых молдингах и пластиковых же бамперах. Эта линия разделяет кузов, делая его визуально стремительнее. Аэродинамика здесь уже играет важную роль. Все заподлицо, ничего не выпирает. Покатое лобовое стекло, утопленные практически ручки. Посмотрите, как интересно они открывают дверь. Но круче всего, естественно, автомобиль выглядит фас. Интеллигентно хромированная, совершенно неинтеллигентная радиаторная решетка с надписью «ЗИЛ». Прямоугольные фары и повторитель под ними, через которые прорастают очистители этих фар. Кстати, сами фары были позаимствованы от Volvo 780 от Илье Бертона. Но самым главным было то, что этот ЗИЛ с технической точки зрения был инновационным для отечественной промышленности. Для начала, тут несущий кузов. Вы же помните, что все правительственные машины были рамными. Это раз. 2. Чтобы понизить вес, было проделано много работы. Именно поэтому применен стеклопластик. Значит так. Панели крыши, пол, крышка багажника, капот и бамперы были сделаны именно из стеклопластика. Длина у Раисы приближается к 6 метрам, ширина без 5,2, высота 1470 мм, колесная база 3300 мм. Хочется рассказать вам про подвеску. Тут по кругу независимая подвеска. Сзади нет никаких рессор, и на тот момент это было прогрессом. Если спереди рычаги, пружины, стойки и стабилизатор с руку толщиной, то сзади нам практически ничего не знакомо. Нам, может, и нет, а вот Rolls-Royce бы смог идентифицировать некоторые решения. Все подвески спереди и сзади крепятся к кузову через подрамники. На корме к этому же подрамнику через сейлинг-блоки приторочен и редуктор со шрусами. Сами рычаги внушительного размера и установлены наискосок. Амортизаторы живут внутри усиленных пружин, образуя стойку. Есть и стабилизатор поперечной устойчивости. Откроем багажник, а потом пойдем к мотору. Но сначала аттракцион. Найдите, как он открывается. Ладно, не буду вас томить. Надпись «ЗИЛ» видите? И кнопка. И кнопка. Крышка тяжелая. Вот это толщина стеклопластика. Благодаря газовым упорам она поднимается легко. И видите, на какой угол. И перед нами багажник. Очень мал, так как добрую половину полезного пространства занимает топливный бак, расположенный за спинкой пассажирского кресла. Это было решение временным. Объем его не ведаю, но по ощущениям больше 100 литров. Спереди все так же. Массивный, но легкий стеклопластиковый капот. Ого-го. А под ним нам уже хорошо знакомый двигатель ЗИЛ-4104 и коробка передач от него же. Итак, V-образная восьмерка рабочим объемом 7695 кубических сантиметров. Максимальная мощность 315 лошадиных сил при 4600 оборотах в минуту. Карбюраторный. Все системы жизнеобеспечения двигателя дублированы. Скажем, 2 бензонасоса, 2 системы зажигания, а еще есть пара масляных радиаторов. Пытаясь создать максимальный комфорт для пассажиров, конструкторы планировали капсулировать моторный отсек, то есть закрыть его полностью шумопоглощающими материалами. Вот здесь, похоже, сохранился. А дальше я не вижу. Еще обратите внимание, воздух для охлаждения радиатора поступает не только через решетку радиатора, которая, между прочим, железная, но и через прорези в бампере.
Салон создавался с учетом пожелания нового генсека меньше помпезности, но не сильно получилось. Да, из машины пропали дополнительные места стропантены и нет перегородки в салоне. Но общий стиль и навороченность все равно просто кричат, что машина не для простых смертных. Как же мне нравятся эти ручечки. В правительственный автомобиль надо не залезать, не запрыгивать, а заходить красиво. И здесь это возможно. Задний диван. Он гостеприимен до отвращения. Можно сесть втроем, но одному лучше. Сиденья покрыты велюром, чтобы седло не скрипело. Замша, замша, замша. Даже разделенный на две секции потолок отделан замшей. Стеклоподъемники. Индивидуальное освещение. Я где-то это все видел. Есть пара секретных мест. Но там, увы, нет никаких секретов. Также имеется откидная подставка под ноги, а еще на передней перегородке имеются дефлекторы кондиционера. Они же присутствуют и на потолке, и на задней полке. Что удивительно и непонятно, шторка заднего окна не механическая. Привет, Рита. Как погода на улице? Опасность ракетной атаки. Молчишь. И это не шутка. Здесь есть голосовой помощник. Ну, как помощник? Зовут его Рита, и он может сообщить о неполадках. Речевой синтезатор подключен к диагностическому компьютеру, что и сегодня вещь интересная. Как говорил зам главного конструктора по легковым автомобилям Грачков Александр Николаевич, система с синтезатором речи была позаимствована из советской авиапромышленности. Возможно, в выпуске участвовал один из ленинградских институтов. Упакованность автомобиля так не потрясает, конечно, но приятно удивляет. Вот, скажем, музыка с 10 динамиками. Также магнитола имеет автореверс, перемотку до следующего трека, по паузам и расширенные звуковые настройки. Все обозначения на русском. Поиск, память, климатическая установка. И здесь, между прочим, 2 кондиционера для передних и задних пассажиров. 4 электростеклоподъемника, регулируемые сиденья, регулируемые электрозеркала или электрорегулируемые зеркала, неважно. Подлокотник пуст, но есть. Пепельница. Отдельное произведение искусства. Металлическое. Хочу такую же. Регулируемый руль. Правда, вверх-вниз, но регулируемый. А бардачочек? Тут одна крышка чего стоит? По весу. Очень для меня удобная посадка. Сижу как полный папа в уровень. Приклеенное зеркало. Красиво. Но самое трепетное в сегодняшнем общении с машиной — это то, что я могу на ней поехать. Немного. Тяжелому кораблю вообще без разницы, какое покрытие под колесами. Главное, чтобы условно ровное. В нашем случае сегодня утром были заморозки. Вы просто этого не видите. Лед. Поступь мягкая и уверенная. Машина не валкая, как ожидаешь, но и не жесткая, комфортная, как завещала партия. А еще в автомобиле очень тихо. Шумоизоляция на высоте. Это, по сути, ходовой прототип. Макет, но едет машина очень по-взрослому и тормозит. Тормоза тут, между прочим, дисковые, вентилируемые по кругу, двухконтурные. И если что-то случится, Раиса все равно остановится всеми 4 колесами.
Закрутить баранку также не доставляет трудностей. Усилитель есть, и он работает очень по-мужски. Нет тут американской легкости или баварской жесткости, есть то приятное сопротивление. Но чему автомобиль не сопротивляется вообще, это ускорению. Чуть-чуть на педальку придавил и поверил, что разгон действительно 10,5 секунд до 100, что максимальная скорость 200 и более километров в час. А вот во что я не могу поверить, что наконец-то я еду на ЗИЛе 4102 и управляю им. А вот Михаилу Сергеевичу Горбачеву машина не понравилась, причина неизвестна. Может и не ему, кто знает. Но ходят слухи, что во время показа в Кремле Горбачев сказал вроде «что-то не то», а что не то, не уточнил. Но известно вот что. Машина в серию не пошла. Машина сохранилась до наших дней просто чудом. Обидно, что результат труда целого коллектива завода ЗИЛ был уничтожен по прихоти одного персонажа, имеющего власть. Я искренне благодарен человеку, который его спас, и коллективу «Молодцов Мотор». А вам, товарищи, я завидую. Не надо теперь бегать по выставкам и искать, где же ЗИЛ-4102 Раиса. Достаточно приехать в экспозиционно-просветительский центр «Пассажир Автотранса», что в Санкт-Петербурге на Днепропетровской, 18. Им большое спасибо. Ну и охота продолжается.